В глубине влажных тропических лесов Южной Америки обитает существо, которое нарушает все привычные правила выживания. Оно весит меньше 2 граммов, по размеру едва превышает монету в 2 рубля и смотрит на мир выпуклыми блестящими глазами. У него нет острых клыков, мощных когтей или шипов. Но если вы случайно заденете его мизинцем, через несколько минут ваше сердце может просто перестать биться. Это ядовитый древолаз, вызывающий яркий, невероятно красивый и смертельно опасный. Почему эволюция превратила обычную амфибию в один из самых токсичных организмов на планете? Как ее слизь использовалась древними охотниками в качестве оружия массового поражения? И почему в обычном домашнем террариуме этот убийца превращается в абсолютно безобидного питомца? Давайте разберемся. Вы на канале «Планета животных». Погнали! Если вы откроете учебник по зоологии, то узнаете. Базовый закон природы для слабых существ — быть незаметными. Замаскироваться под сухой лист, слиться с корой дерева, спрятаться в тени. Но древолазы как будто насмехаются над этим правилом. Их кожа окрашена в самые ядовитые, вырвиглазные цвета, какие только способна создать природа. В биологии этот феномен называется апосематизмом или предупреждающей окраской. Как работает апосематизм? В ходе миллионов лет эволюции между хищниками и ядовитыми жертвами заключился негласный договор. Если птица или обезьяна хотя бы раз попытается съесть яркую лягушку и чудом выживет, она навсегда запомнит этот опыт. Яркий неоновый цвет становится биологическим эквивалентом знака «высокое напряжение». Не подходи. Интересно, что оттенки древолазов варьируются в зависимости от конкретного региона. Лягушки одного и того же вида, проживающие на соседних берегах реки, могут иметь абсолютно разный орнамент, от полос до сетчатых узоров. Это помогает местным хищникам моментально распознавать опасную добычу именно в своей микроэкосистеме. Но что делает древолаза настолько опасным? Ответ кроется в химии. Кожные железы этих амфибий выделяют комплекс алкалоидов, сильнейшим из которых является батрахотоксин. Это мощнейший небелковый яд органического происхождения. Давайте обратимся к цифрам. В коже всего одного золотистого или ужасного древолаза содержится около 1 миллиграмма батрахотоксина. 1 миллиграмма достаточно, чтобы вызвать полный паралич и смерть 10 взрослых людей или более 20 тысяч лабораторных мышей. Для летального исхода человеку достаточно микроскопической дозы — около 2 микрограммов на килограмм массы тела. Как именно работает этот токсин? Представьте себе натриевые каналы в ваших нервных и мышечных клетках как крошечные ворота. Они открываются и закрываются, чтобы передавать электрические сигналы от мозга к мышцам, в том числе к сердцу. Батрахотоксин работает как лом, заклинивающий эти ворота в постоянно открытом положении. Ионы натрия непрерывным потоком хлынут внутрь клетки. Нервная система мгновенно перегружается. Мышцы сокращаются и больше не могут расслабиться. Наступает полный паралич, за которым следует остановка дыхания и фибрилляция сердца. И самое страшное, от батрахотоксина до сих пор не существует эффективного противоядия. А теперь приготовьтесь к самому неожиданному факту. Если вы возьмете икринку смертоносного древолаза, вырастите ее в лаборатории и будете кормить обычными сверчками и мухами, вы получите абсолютно безобидную лягушку. У нее не будет ни капли яда. Дело в том, что древолазы не умеют синтезировать батрахотоксин самостоятельно. В дикой природе эти амфибии работают как биоаккумуляторы. Они поедают огромное количество крошечных ядовитых муравьев, панцирных клещей и жуков из семейства мелирид. Эти насекомые содержат предвестники алкалоидов. Организм лягушки перерабатывает их, концентрирует и выводит через специальные железы на коже. Но возникает логичный вопрос. Почему сам древолаз не погибает от собственного яда? Ученые долго бились над этой загадкой и обнаружили потрясающий факт. В ходе эволюции у древолазов произошла всего одна ключевая генетическая мутация. В структуре их натриевых каналов одна единственная аминокислота была заменена на другую.
Из-за этой микроскопической опечатки в ДНК молекула батрахотоксина просто физически не может прикрепиться к каналу лягушки. Это похоже на то, как если бы вы попытались вставить ключ в замок, форма которого слегка изменилась. Именно благодаря человеку семейство этих амфибий получило свое общепринятое мировое название — Poison Dart Frog, то есть лягушка ядовитых стрел. На протяжении сотен лет индейские племена Южной Америки использовали слизь древолазов для охоты. Процесс был предельно аккуратным. Охотники осторожно проводили деревянным наконечником стрелы по спине живой лягушки, аккуратно собирая выделяющийся секрет. При этом саму лягушку часто отпускали обратно в джунгли. Яд на такой стреле высыхал и сохранял свою смертоносную силу до 1 года. Выстрел из духовой трубки поражал птицу или обезьяну высоко в кронах деревьев. Даже легкая царапина приводила к мгновенному параличу. Добыча просто падала на землю без чувств. При этом мясо убитого животного можно было безопасно употреблять в пищу. Батрахотоксин быстро разрушается при термической обработке и плохо всасывается через желудочно-кишечный тракт, если во рту нет открытых ран. Но не думайте, что древолаз абсолютно неуязвим в дикой природе. Эволюция — это бесконечная гонка вооружений. В тропиках существует один единственный вид змей — ночной выползок. Эта змея выработала частичную устойчивость к батрахотоксину и способна поедать молодых древолазов без смертельного исхода для себя, хотя и старается не злоупотреблять такой острой диетой. Если вы думали, что яд — это единственный сюрприз этих лягушек, то посмотрите на то, как они воспитывают потомство. Большинство амфибий откладывают тысячи икринок в первый попавшийся водоем и забывают о них. Древолазы делают все наоборот. Они откладывают всего от 5 до 10 икринок на суше, в увлажненных местах. Самец непрерывно дежурит около кладки, смачивая ее водой. Когда вылупляются головастики, отец буквально сажает их себе на спину и карабкается на высоту десятков метров, в кроны деревьев. Там он помещает каждого головастика в отдельную микробассейновую розетку листьев цветка бромелии. Чтобы малыши не умерли от голода в этой стерильной воде, мать регулярно навещает каждый цветок и откладывает туда неоплодотворенные икринки, которые служат высококалорийным питанием для растущих головастиков. Но почему эти смертоносные существа так важны для современного человека? Сегодня токсины древолазов находятся под пристальным вниманием фармакологов. На основе алкалоида эпиботидина, найденного у трехцветного древолаза, ученые создали экспериментальные обезболивающие препараты. Они в 200 раз эффективнее морфина, но при этом не вызывают привыкания и не угнетают дыхательную систему. Изучение структуры этих ядов открывает двери к созданию анальгетиков нового поколения для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями. Ядовитый древолаз — это поразительное напоминание о том, насколько невероятной и изощренной может быть природа. В теле размером с ноготь она объединила яркую красоту, сложное социальное поведение, невероятную родительскую заботу и химическое оружие колоссальной разрушительной силы. Этот крошечный обитатель джунглей доказывает, в мире дикой природы размер не имеет никакого значения. Главное — это адаптация. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Напишите в комментариях, о каком опасном или необычном существе нашей планете вы хотите узнать в следующем видео. До скорой встречи!